Всем, Маркиз, привет! Добро пожаловать в новую недельку. Такое-то неполное, да, название. Всем, Маркиз, привет! С вами я, Алина Кис. Короче, добро пожаловать в новую недельку. Прошлую недельку я не снимала, потому что было вообще не до этого, если честно. Вообще не хотелось не снимать ничего. Сейчас я вообще готовлю разговорное видео, чтобы как раз-таки заполнить пробел в этой вот теме. И, блин, вообще жесть, конечно, что у меня сейчас на самом деле происходит. Потому что все вы уже либо слышали, либо послушаете как раз-таки в разговорном видео. Поэтому много чего поймете. На самом деле я еще без понятия, что я буду там говорить. Вчера у меня такой монолог под вечер было, что прям пипец. Именно внутренний. Какие слова подбирать, что именно говорить. До сих пор еще не определилась. Поэтому посмотрим. Ладно. Сейчас, короче, у мамы новая тату. Вот я иду к ней навстречу, чтобы, ну, не то, что прям, наверное, увидеть, но, короче, да. Делали они 7 часов ее. Вот так. Можешь как... А, вот покажи, что тебе оригинал сначала. Просто, ну, типа, как это... Вот этот оригинал. Так это выглядит. Свечивает, да? Почему он не показывает это? Потому что это, да. Тут два видео показывается. Два видео, одно фото. Ага. Вот так сюда чуть-чуть. О! Отлично. Вот такая татушечка теперь у моей мамы. В общем, помаленьку, потихоньку экспериментирую. Это еще не конечный результат. Это как раз для того, чтобы у нее завились волосы. Тут еще пробую. Скоро буду делать ей вот эти вот блестки на крыльях заново. Applejack просто преобразится прям. Такой спойлер небольшой. Короче, вот. Также есть и готовые уже пони. Это, получается, Джек. Просто вот такой вот. Если что, да, у него нет ресниц, так что это полноценный пацан. Фокус. Вот такой вот пацаненок. И радуга дэш. Она шибко не поменялась, но мне надо что-то придумать с этой лентой. Сейчас придется ее еще как-то закрутить. В общем, вот. А еще я узнала по поводу них, то, что это, оказывается, 3-е поколение. А это 4-е. Вот это. Вот так. Бывает. Еще вот эти всех мыть созданий. О, она еще наверху. А так в основном вот. Самое сейчас интересное, это модпай. У нее здесь никак вообще не хочет отходить этот клей. Это все заводской клей. Он помогает еще удерживать ее челку. Поэтому как бы да. Еще вот с этой мочалочкой придется разбираться. Ух. Мы тебя потом поставим 5-е поколение. Блин. Теперь начала шарить. Пересмотрела я, короче, 8-й и 9-й сезон. Вспомнила, освежила память. Как-то грустно. Это просто 4-е поколение считается одной из самых любимых, наверное, самых популярных. Нифига себе. Про вот это. Вообще. Как обычно. Я еще не записала то самое разговорное видео. Надо бы. Короче, расскажу вам одну историю, которая произошла со мной на той неделе и еще продолжилась на этой. Сегодня просто я проснулась, я листиком била. Кто понял, тот понял. Короче, одна история, которая произошла со мной в английском сегменте. Для тех, кто не знал, то вот каждый раз. Каждый раз. Ну, спину хотя бы можешь почесать, ладно.
Короче, для тех, кто не знал, Твиттер я вела полностью на английском языке, то есть полноценно. Каждый комментарий, каждый перепост, каждое вот это все я вела на английском. Но после одной ситуации я забила хрен и начала вести его на русском. Периодически еще иногда на английском. То есть теперь я там буду балансировать. А все произошло с того момента, так как я не поняла один английский мем. У нас вроде такого нету, по крайней мере, я его не знала. И, короче, случилось так, то, что я нарисовала кота Кейна, моего кота Кейна, с персонажем, точнее, в стилистике одной АУ-версии. Резервный кот, если я правильно помню, как он называется на английском. На русском началось. Господи, началось. Ладно, это потом я объясню. Сейчас объясню. Короче, там автор этой АУ, создатель этого АУ, лайкнул мой пост, собственно, и написал комментарий о том, что Кота Кейн с этой штучкой... Короче, ладно, это вы так видите. С этой штучкой и Бак АУ вроде... Или как-то так, короче, резервная копия. Комедия. Ой. Кино. Кинема. То есть я сначала это писала то, что это какой-то мем, или я что-то пропустила, то есть о том, что я реально не поняла. Потому что я поняла, что это какая-то ихняя тема, которую я не шарю. Я, конечно, залезла в Google, но там тоже ошибка, точнее, в Алису. Она мне ошибка тоже не объяснила, скорее всего, типа, это какой-то мем, либо как-то это. Потом я это повисело так несколько дней, но потом поняла, что что-то он не читает, не отвечает. Я такая, ну окей, может быть, он и пропустил этот момент. А потом мне стало до сих пор все. Вот прошло несколько дней, дня 3, наверное. И я такая, блин, что-то как-то мне этот покой не дает. Я удаляю этот комментарий. И пишу просто спасибо. На что через час где-то, наверное, он ставит лайк. Он просто лайкает мой ответ. Я такая думаю, что происходит? И просто сегодня я решила все-таки просто уже забить. Что за мем с кинема связано вот с этим кино? На что я получаю ответ, что это реально мем, который зародился в Твиттере. Которая выражает либо как огромное восхищение, либо еще что-то. Вот это, в общем, я поняла то, что я была права в том плане, что это какой-то ихний мем. Но я не знала, что он зародился в Твиттере. И, короче... Но... Как раз вот в этой серии, короче, к чему я это веду? В том, что этот момент очень сильно меня сбил направление того, что я так сильно еще не шарю в английском, что мне стало так неловко, мне так неудобно, на самом деле, вести Твиттер, потому что, чтобы мне написать какой-то там пост, мне это все надо, во-первых, не просто написать, мне надо еще перепроверить это в Яндексе, ну, точнее, в переводчике, чтобы все правильно там поняли, чтобы я правильно еще слова написала, потому что я еще в написании тоже. Я могу, например, сказать, что типа там все очень прекрасно, красиво, только на английском. Я еще постесняюсь. Но при этом какие-то большие заголовки, там большие какие-то обсуждения, это все надо было прям делать через переборчик. Через переводчик. Нет, английский все-таки повлиял. Короче, и я после этого события с этой кинемой я поняла то, что да ну нахрен. Типа, я буду вести так, как будет мне удобно. Полностью сломаю, и у меня вышел пост о том, что вот, я все-таки много чего не понимаю, то, что мне там неудобно, и то, ну, это уже на русском вышло. Но я понимаю, то, что так, конечно, будет меньше охвата, но так хотя бы я буду более дословно, может быть, и более понятно что-то прям рассказывать. В общем, еще тема, как раз, которую я подняла чуть позже, тема с английским. У меня мозг начал немножко мыслить частично на английском, частично на русском. Даже вот сейчас вот в рассказе я иногда
то использовала английские слова, то пыталась как-то вот с этим акцент какой-то непонятный. И сегодня, когда я думала над еще видео, вот этого разговорном видео, думала над тем, что, типа, я такая в голове такая, так, мне надо рассказать history. Я такая, так, стоп. Я сейчас только что сказала history в мыслях. То есть история. History. И, короче, потихоньку это все вот меняется. Также, кстати, иногда происходит с персонажами удивительного цирка, так как на других языках королёр у нас... Ой. В других языках королёр, который у нас королёр, называют kinder. Как бы король просто. И я когда помню, как-то общаюсь, и вообще некоторые посты читаю, у многих такая тема, кто шарит за несколько языков, такие многие королёра называют киндером. И я тоже такая в разговорах, например, это в основном это самое распространенное, это королёр и пузырек. Я иногда такая бабл, я такая, ой, это же на английском, так, пузырек. И все это вообще пипец. А так как я еще свою аушку перевожу на английский, это еще больше у меня, короче, внедряет. Короче, все очень весело в этом плане, потому что у меня есть тетя, которая живет как раз-таки в другой стране, которая полностью тоже разговаривает на английском в основном, когда она живет там. И по приезду обратно в Россию она... Помню момент, который прям очень сильно меня напугал в языковом вот этих барьерах, и ну, вообще вот этих всех языковых моментах, когда она такая говорит, типа, а я забыла, как это будет на русском. То есть я помню, как это звучит на английском, но я не помню, как это звучит на русском. И я такая... А там слово было кошка, то есть cat. Cat, кошка. И я такая... Я только тогда начинала двигаться в направлении изучения английского, я такая, как же меня это напугало. То, что как так? А потом я еще наткнулась на видео одной ведущей, которая давала интервью на русском, потом к ней подошел человек, она пообщалась с ним на английском, и она продолжила интервью на английском. То есть настолько перестройка получилось, и меня так все это напугало, то, что как я, русский человек, который в целом будет, хотя я до сих пор использую, и тогда еще использовала какие слова, как okay, I'm sorry, то есть вот такие вот моменты, то есть как бы в английской речи, то есть в русской английская речь, и тут теперь, кстати, это стало намного больше. В общем, да, просто сообщение пришло. И сейчас здесь, получается, я сталкиваюсь опять-таки с тем, что меня пугало. Почему меня пугало? Потому что со временем, когда я начала переходить на двухязычную аудиторию, это столько, на самом деле, моментов, связанных с этим переходом, это жесть. Я поняла то, что в целом, может быть, это не так плохо, просто это ловить себя на этой мысли очень странно. Короче, сейчас даже вот в диалогах, думаю, понятно, что мой мозг немножко перепрограммируется в плане вот этого вот диалогов. И, короче, суть просто прикол в том, что я в английском не шибко шарю. Но теперь из-за того, что у меня частично что-то переходит с английского в русский, и русский страдает, потому что я не могу полноценно передать мысль, так как... все достаточно вот еще переосмысление идет. Ой, но теперь я зато шарю в некоторых моментах. Хотя это очень, на самом деле, крипово, когда ты не шаришь, и с этим, автором это вообще произошло самое для меня удивительное вообще момент, потому что реально я поняла, что я в этом не шарю, что это ихняя какая-то американская тема, и это было так необычно. А еще был момент, когда я спрашивала вопрос с Эвел. Понимаете теперь, о чем я? С злым Джексом. Короче, там был вопрос про Няшкинса. Ведь Няшкинс — это вот
Тут в обратку, короче, получилось. То, что няшкинс от слова няшка, то есть наше русское сленговое выражение. Но американцы не шарят за это. И получилось так, то, что они частично тоже загуглили, что это значит, чтобы тоже дать ответ на вот этот момент. И, короче, я когда это поняла, такая, ой. Или как, например, как я объясняла в одной из неделек про под цимбалом вот это вот с украинской темой связано. Короче, там по барабанам, типа, в нашем, в русском моменте. Короче, весело на самом деле все это. Но то, что моя личностная вот эта вот вся тема тоже перешла во все вот это, даже вот сейчас вот злой Джекс, Evil Джекс, то есть все вот это вот, ой. Конечно, в таких мелочах понимаешь, что мозг постепенно перестраивается, и это одновременно круто и одновременно пугает. Особенно тогда, когда ты вроде как можешь об этом подумать и мыслить, но написать об этом ты, например, не можешь. То есть я знаю то, что, типа, is beautiful, это, типа, это прекрасно, или это что-то вот в этом роде. А при этом я написать beautiful, я это слово не могу, потому что я не понимаю, как оно правильно пишется. Я просто беру, такая в этот, ну, не в переводчик, а в голосовой вводчик, такая beautiful, и у меня там пишет. Потом просто такая, ага, ну, все правильно. Короче, да. В общем, вот такая вот history. Как же одновременно меня все-таки это бесит и не нравится. И одновременно это так круто. А все, кстати, началось вообще с Forbidden Five. Это вот запретная пятерка из Ниндзяго. Я помню, как я это слово пыталась, это запрещенное, найти в английском. Я такая... Они там говорят Forbidden Five. Я такая... Five, поняла, а все до этого нет. И потом я помню, как я удивилась, когда я... Это Forbidden. Forbidden. То есть я прям разделяла на эти слоги, то есть на третьих, там они по 3 буквы так делятся. Прикольно, кстати. И это все так было ново и очень непонятное, что вот это огромное слово для меня тогда. Сейчас-то нормально, forbidden, типа уже все. А тогда это прям вообще пау. Ладно, потом уж как-нибудь расскажу, как я переходила вообще на английский, и с чего вообще все это началось, потому что, спойлер, я в свое время вообще отрицала этот язык просто вот так. Я думала, что никогда он в жизни мне не пригодится, никогда я на нем говорить не буду и тому подобное, что вообще нафиг мне эта вся тема нужна. Угу. Алина в будущем, точнее в прошлом. Да. Это уж точно. Никогда не будет нужно. Чисто я сейчас. Вот так. Ладненько. О, 13 минут. Ну ладно, но все равно надо чем-то еще заполнять недельку, а то пока очень мало информации. Завтра будет уже поинтереснее денек. Что ж, активное утро. Опять. В общем, сходила в магазин. Сегодня, по идее, я должна ехать на стажировку по изготовлению bubble tea. Впервые в жизни буду этим заниматься. Поэтому посмотрим. Буду узнавать, короче, небольшие тонкости вот этой всей вроде подработки-возможной работы. Короче, вот так. Yeah. Ой, ладно. Тут еще вот. Да. Короче, я не знаю, что это было. Но сегодня был какой-то просто эпик фейл одновременно, потому что еще не совсем фейл, но короче. Блин. Короче. Атмосфера. В общем, еду я в метро. Сначала у нас тормозит первый поезд. То есть нас всех выгоняют. Там мы стоим где-то минут 10. Ну, короче, ждем другой поезд, поехать. Потом спустя время, когда я перехожу, получается, на пересадке, что думаете происходит еще раз? Поезд просто бибикает, проезжает еще одну станцию. То есть прямо тогда, когда я перешла. То есть я не знаю, что сегодня с метро, но сегодня было очень весело. Из-за этого я опаздывала на стажировочку. Класс!
Вот такое вот начало. Ой, сори, просто я еще немножко тороплюсь, поэтому немножко не так. Ну что ж, теперь я умею делать bubble tea, варить тапиоку. И вообще, теперь я стала разбираться в этом больше. Да, мое обучение подошло на сегодня к концу. Поэтому сегодня я знаю гораздо больше. И что ж, скоро меня ждет еще полноценные дни работы. Но перед этим мне надо будет еще застать вечернюю смену. Короче, вот так вот. Плюсы, плюсы, плюсы. Сейчас я еду, получается, уже на встречу, наверное, надеюсь, на встречу с подругой. И кое-что надо заснять для Инстаграма. Так что вот, кое-кого я взяла сегодня с собой. Поэтому буду снимать сегодня еще. Я дошла в My Little Pony. Блин, жалко, их нельзя взять. Я бы забрала My Little Pony. Ах, прекрасная. Знаете, я удивлена, потому что я сегодня, точнее вчера, встала где-то часов 6. Короче, я встала вчера вечером. Сейчас уже вечер следующего дня. То есть я не спала больше суток. Но при этом я нормально себя чувствую в каком-то смысле. То есть я чувствую некую усталость, это факт. Но при этом я еще активничаю. Типа, это странно, наверное. Короче, график, как вы поняли, у меня сбился прям кардинально. Не знаю, сколько я буду спать сегодня. Но, короче, как-то так. Зато я переделала сегодня практически все дела, которые надо было. Сегодня у меня, на самом деле, очень насыщенный день получился. То есть сегодня у меня была стажировка, потом встреча с подругой, потом еще фотосессия, еще разговор достаточно такой эмоциональный на одну тему. И я как бы цепляюсь по центру, уже с картошечкой, еду домой. Вот. Ну, короче, да. Сегодня явно весело. Так, все, пришли. Ну, честно, есть некая усталость, особенно я чувствую, если я где-то сяду или полягу, то я там усну. Наверное. Может, нет. Еще я забыла рассказать один момент, который произошел сегодня, когда я готовила. Точнее, наливала чай. Короче, там есть такая чашка, которую вот так носик нажимаешь, она там льется. Стоит прямо, она не льется. И, короче, в момент, когда я доставала тут баллон с чаем внутри, в этот момент носик был опущен, то есть он был включен. И когда я его достала, весь практически чай, который там был на мне. То есть все мои сегодняшние штаны, вот эта вот часть, была в чае. У меня еще какой-то чисто мем, на самом деле, с обливанием чая, потому что, наверное, даже ни одного дня не пользы, если я не обольюсь чаем. Вот честно. Либо я его не пролью, либо он не окажется, покажется на мне сегодня. Короче, вот так. Короче, ладно, беру свои слова назад. Который я сказала в том видео. Ну, хотя нет, на тот момент я так думала. Но, короче, спустя час где-то меня уже все, меня клонит прям в сон. Сейчас, когда я ехала, получается, на автобусе, я прям... меня вырубила. Ну, не так прям сильно, но нормальненько как. Все-таки усталость дает о себе знать. Причем еще сегодня день такой очень насыщенный. Поэтому, блин, вот я поняла, что я сейчас куда-то иду или что-то делаю, мне еще нормально. То есть я не фокусируюсь. А как только все, я сижу или что-то где-то залипаю, все, я сплю. Что ж, я примерно нашла того, сколько я, в принципе, активничаю. Правда, еще не совсем дословно, но... Короче, сутки я точно активничаю, потому что я встала вчера в 6 вечера. Ну, ближе к 7. Там, почти в 7, ладно. Уже по факту сейчас 23:15. То есть уже 11 часов следующего вечера. Это получается, допустим, мне в 7. 4. Так, 4.
28 часов. Получается. Да, 28 часов. Активничаю. Вот так. Получается, я вчера легла в 6 утра спать, проснулась в 6 вечера. И вот сейчас я только-только иду обратно домой. Я на самом деле, когда смотрела, я так увидела, что сегодня очень много чего сделала за эти 2 дня. Ну, почти 2 дня, за одну ночь и день. То есть у меня сегодня день активный был. И получается ночь. Потому что ночью я, получается, перебрала свою коллекцию My Little Pony. Еще создала арты по АУ моей версии. Вообще в целом там еще сделала эдиты. Вообще в целом себя порядок еще привела. Короче, вообще много чего. Прикольно. Ладно. Короче, вот. Будем пробовать сначала на схану сходить. Так, ладно. Вот так выглядит человек, который не спал почти 49 часов. Ой, с каких 40? Господи, все. Еще, кстати, я поняла, что я, скорее всего, встала в 6:30 или 6 это, потому что пока там этот скрин или фото сохранила, пока я зашла, прошло время. Да, короче, где-то 6:30, наверное. Может, даже 6. Хрен его знает. Короче, 29 часов. Почти. Короче. Там больше ничего нет? Ага. Вот такой вот соус. Типа его не видно. Вот такой вот. Сырный с халапеньо. Я не знаю, что это, но звучит очень интересно. Фу! Выглядит как обычный сырный соус. Прям абсолютно. А вот по вкусу сейчас посмотрим. Нормально. Главное, вначале вообще никак, как обычно сырный. А потом раскрывается. Особенно если глотнуть в этот момент. По горлу хорошо ударит. Не, нормально, есть можно. Но это не сладкий чили, он острее сладкого чили. А вот тут я вижу халапеньо. Наверное, зря я это сделала. Самое, знаете, что интересно? У меня нет молока. У меня есть только вода и чай. Поэтому будет весело. Ладненько. Все, встретимся завтра. Завтра будет финальный день. Господи, так и не записала я это разговорное видео. Я только сегодня себя в порядок привела. И только наконец-то очнулась. Сегодня от некой, можно сказать, ну, не то чтобы депрессии. Скорее просто выгорание было опять. Короче, да. Весело живу. Ладненько, короче, может быть, завтра запишу, потом выложу. Не знаю, блин, мне, конечно, я целую неделю пропустила, получается. Целую. Жесть. Ну ладно, она мне была нужна, наверное. Окей. Все. Нормально, есть можно, она быстро проходит острота, так что вообще классно. Если что, да, это вкусно. То есть он вкусный. Хоть и острый, но вкусный. Кстати, может быть, я уже к остроте попривыкаю. Нормально так. Может, нет. Не знаю. Ну что ж. Сегодня я, как и ожидалось, встала под вечер. Где-то часов 6. Сейчас уже час ночи. Ладно, пойду монтировать видео. И сначала покушаю, потом посмонтирую видео. И все-таки запишу, наверное, это видео разговорное. Будет, по крайней мере, сейчас в планах называться «Самое честное видео». Там расскажу вообще, что происходит, ну и так далее. Как-то так. Спасибо за просмотр. Всем пока.